Привет, Cover Project. Я Анна Абрамова, дизайнер интерьеров девелопера InGeo. Сейчас мы находимся в жилом комплексе Большая Дмитровка, 9. Апартамент, в котором мы находимся, располагается на 3-м этаже особняка 1903 года, который мы бережно отреставрировали. Наша задача заключалась в том, чтобы сохранить максимум исторических деталей, включая кирпичную кладку и решетку на балконе. Апартамент имеет гостиную с кухней, мастер-спальню, мастер-санузел и хозяйственные помещения. Особенностью этого апартамента являются 4-метровые потолки, анфиладные двери, исторические окна с видом на улицу Большая Дмитровка. Заказчики и покупатели этого апартамента – это семейная пара с уже взрослыми детьми, пара, которая напрямую тесно связана с искусством, поэтому для них было очень важно сама локация жилого комплекса и вид из окон, который выходит на парк Майи Плисецкой. На момент реализации проекта я от заказчика очень часто слышала о том, что все элитные интерьеры, они однотипные. Белые стены, темные полы, элементы из латуни. И мы с командой приняли решение добавить красок в нашу жизнь, в жизнь наших заказчиков. И таким образом на моем столе оказалась палитра красок Little Green. Мы имеем холл, из которого попадаем в зону гостевого санузла, в зону гардеробной при входе и постирочную зону. Дальше из холла мы попадаем в гостиную, которая совмещена с кухней. Через анфиладу дверей мы попадаем в мастер-блок, который делится на спальную зону, зону мастер-санузла и гардеробную. Из мастер-блока есть выход на балкон. Подробную планировку этого апартамента вы можете посмотреть в телеграм-канале Cover Project. Благодаря работе с цветом мне удалось срежиссировать драматургию пространства. Чувствуется торжественность, но фисташковый цвет не дает ему уйти в такую холодную дворцовость, наполняя пространство уютом и теплом. В спальне пудрово-голубой цвет, он расслабляет, располагает к отдыху и к умиротворению. Третьим цветом в интерьере, акцентным, является винный цвет. Он хорошо сочетается с фисташковым и дополняет пудрово-голубой. Все цветовые решения в интерьере также находят отклик в живописи, которая присутствует в апартаменте. При работе, подборе мебели собственники предложили часть своей мебели из других объектов. Самое интересное, что все мы их подбирали по фотографии. У меня не было возможности выехать, они были в другом городе. И когда мы их привезли, так случилось, что все отделки идеально совпадают между собой. Я всегда и с уважением, с теплотой отношусь к тем вещам, которые для собственника важны. Ну вот так бывает, они привыкли. Моя задача каждой вещи дать новую жизнь. Поэтому любая вещь, которую мы сюда привозили, интегрировали, как правило, она в том пространстве смотрелась в одной истории, здесь она живет уже по-другому. И это классно. Да, хочу сказать еще, наверное, это может быть, когда вещь имеет уже какую-то временную историю в каких-то пространствах, когда мы интегрируем в новые, вот какую бы крутую, классную мебель мы не покупали, не ставили,
это как будто бы начинает жить вокруг них. Это вот какое-то волшебство, я не знаю. Основная отделка в историческом здании нашего жилого комплекса — это классические интерьеры. Есть классика, есть современная классика, как и здесь мы можем смотреть. Есть минимализм в историческом контексте. И чаще всего, конечно, выбор собственникам падает на современную классику. И, наверное, это сейчас самый востребованный интерьер, тренд. Потому что в такие апартаменты это как очень дорогой красивый фон для абсолютно любых и абсолютно разных вещей, если их грамотно расположить. Можно перекрасить стены, можно добавить другой текстиль, и ваш апартамент, несмотря на то, что основа очень дорогая, красиво и качественно выполнена, может каждый раз играть по-новому. И это не потребует много усилий. Сам дом и сам жилой комплекс уже с выбранными вариантами отделок. И более того, мы помогаем внести в каждое индивидуальное решение. И поэтому, скорее всего, это является основной причиной, почему наши апартаменты выбирают. Моя главная основная задача на этом объекте — это помочь каждому собственнику реализовать то жилое пространство, о котором он мечтает. И сделать это легко, без усилий. На объекте Большая Дмитровка 9 за интерьеры я отвечаю уже 6 лет. И за эти годы мы с командой прошли колоссальную, огромную школу по разработке и реализации индивидуальных апартаментов. И на сегодняшний день за такой срок, как 4 года, мы единственная команда, которой удалось реализовать апартаменты в таком количестве с индивидуальной отделкой. При работе индивидуальной, конечно, нелегко пришлось нашим руководителям проекта, техническим специалистам, потому что это повлекло за собой изменение коммуникационных систем, усиление. И это очень сложно, на самом деле, далось и мне, и команде с этими решениями, потому что, как правило, мы почти ни в одном «хочу» не отказали собственникам. Но за этим шла очень большая работа, чтобы это «хочу» реализовать. Для того, чтобы реализовать каждое пожелание собственников, такое, которое связано с перепланировкой, с объединением, либо переносом коммуникаций, а мы всегда сталкивались с тем, что нам нужно для начала перепроектировать сам проект, а дальше шла большая кропотливая работа над переносом всех технических систем. Здесь единственное, что нам удалось, при разработке рабочей документации мы обнаружили, что имеется ряд ниш исторических, которые нам предлагали для начала проектировщики просто зашить и сделать ровные стены. Вот. И уже при обходе на площадке мы с командой приняли решение, что обязательно их оставим. И уже на усмотрение собственника будем раскрывать мы или будем интегрировать туда встроенную мебель. В этом апартаменте гостиная совмещена с кухней, поэтому выбор пал здесь на более минималистичный фасад кухни в белом цвете, что придает классическому интерьеру больше молодости, современности. При декорировании интерьера выбор пал как на винтажные предметы интерьера, так и на современное искусство. Тем самым подчеркнув еще раз, что современная классика — это как холст для творения в наше время, с которым сочетается абсолютно все, имеет место быть и жить почти любой предмет интерьера.
Несмотря на сложность времени, мы не поменяли решение в выборе тех материалов, с которых мы начинали. Более того, клиентам мы помогли привести и интегрировать в их интерьеры мебель из Европы. Принцип команды INGEO — это максимально сохранить качество интерьеров, отделки. Поэтому наш выбор всегда, как правило, обусловлен натуральными материалами. И зачастую они очень сложны в обработке, и их очень сложно интегрировать в интерьер. Но при этом мы знаем, насколько качественнее и комфортнее жить в пространстве, которое дышит. Деревянные двери, которые восстановлены по эскизам исторических дверей. Мрамор, который был привезен из карьеров Италии. Паркет, натуральный дуб, покрытый маслом. При работе над данным проектом я вдохновилась самими резидентами. Это семейная пара со взрослыми детьми. Восхитили они меня тем, что через долгие годы они сумели пронести вот это чувство любви, которое видно невооруженным взглядом. Именно это и стало для меня основным вдохновением.